Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и мире. Подписывайтесь теперь на наш канал и в Телеграме по QR-коду, который вы видите на картинке. Сходила сегодня в Большой театр на Верди-Гала. Есть такие концерты, которые обречены на успех заранее, и сцена Большого театра помнит такие. Кабалье и Каррерас после землетрясения в Армении, сольный концерт «Повороте», все под рояль, кстати. Или незабываемый до сих пор концерт молодого Хворостовского с Натальей Троицкой и Евгением Колобовым. Концерты эти проходили в атмосфере ажиотажа, который подогревал градус выступления артистов. Они чувствовали все это, конечно, и выступали как-то особенно великолепно. В последние годы театр использует для всякого рода гала-ивентов кому не лень. И градус художественного впечатления обычно зависит уже не от того, что творится на сцене, а от того, сколько денег ты потратил на билет. То есть больше всего удовольствия получают на самом деле сейчас счастливые обладатели контрамарок и обитатели абонированных лож. Примадонна мировой оперы, чьи выступления в мировых театрах принято освещать на уровне побед хоккеистов или лыжников, Анна Нетребко после своего последнего концерта в Москве топнула ножкой в соцсетях и возмутилась организаторами, которые продавали билеты на ее концерты с мужем аж по 150 тысяч рублей. Не больше 100 теперь, а то я не приеду. И билеты на сегодняшний концерт стоили 100 тысяч. Для справки, и предыдущий, и нынешний концерт были организованы компанией Берин Арт, который является теперь единственным организатором всех концертов Нетребко. То есть вся эта мизансцена была сделана для дураков, которые возмущались стоимостью билетов. Не уверен, что то, что мы увидели и услышали в Большом, тянуло на 100 тысяч. Но фанаты же понимают, что Примадонне с мужем нужны невиданные гонорары для покупки всех этих ярмарочных костюмов, которые они каждый день завлекают публику в Инстаграме. Если ты фанат, то должен войти в положение любимого артиста, которому надо и ребенка кормить, и жить в лучших гостиницах, питаться в лучших ресторанах, а то как какая-нибудь немецкая лохушка пойдешь еще в театральную кантину обедать. Да боже упаси. Давайте сразу расставим точки над «и». Билеты такие дорогие только потому, что артисты на нас с вами пытаются заработать больше, чем на Западе. Там никто не станет покупать таких дорогих, а у нас публика, распираемая от гордости за свою землячку, вывалит и поболе. Я на концерт вообще идти не хотел. Не могу себе представить такое мероприятие, чтобы я купил билет за 30 или 50 тысяч рублей. Может, только если бы Мария Каллас восстала из пепла. Тем более, что кругом данные артисты поют за гораздо меньшую цену. За кордоном максимальная стоимость таких билетов может быть, как у нас, неудобных. Правда, что-то читал я и про какие-то благотворительные билеты для студентов. Но не купила ли их та молодежь, что грызет гранит науки билетной мафии и клаки Большого театра? Надеюсь, что нет. Но вот так вышло, что моя популярность среди тех, кто не готов серьезно воспринимать газетные критические восторги по поводу Нетребко, а особенно ее мужа, растет. И мне предложили купить билет всего за 5000 рублей. Да, оказывается, были и такие. Но вы понимаете, что я не удержался. Анну Нетребко я слушаю давно, еще с тех пор, как она могла, например, не взять ми бемоль в Травиате на премьере в Мариинском театре. Да нет, намного раньше, когда она стояла в одном ряду с другими солистками Мариинки, изображая Деву Цветок во втором акте Парсифаля, позади Доминго, и ничто не предвещало, что она станет его соратницей по сцене. Я видел ее первый триумф в Зальцбурге с Эрнанкуром, так что карьеру она сделала сама, своими усилиями, можно сказать, почти без участия Гергиева, и за это можно ее хотя бы уважать. Муж ее, Юсиф Айвазов, пришел уже на готовое. Я тут на днях сходил на Пиковую в Большой, где он пел Германа. Просто провести чистый эксперимент без участия жены. И еще раз убедился не только в том, что ему не нужно петь эту партию, но и вообще его вокальные данные весьма скромны. Скажем честно, уже наблюдая некоторое время за тем, кого хочет видеть в своих спектаклях Туган Сохиев, его бы никогда даже не позвали петь Германа в Большой. Но так работает механизм современного пиара. Муж Нетребко плохо петь не может. И вот уже как анекдот рассказывают певцы друг другу о том, как минувшей весной Марсело Альварес получил письмо из Метрополитен: «Все оплатим, не приезжай». И вместо прославленного тенора, который только обрадовался возможности получить гонорар за неспетое, на сцену с Анной Нетребко вышел ее муж. Правда, он потом тоже решил поехать делать карьеру с новым худруком Мэтт в Филадельфии, а несчастной, а может быть счастливой публике достался солист театра Станиславского Мавлянов. Просто если бы звезда сопрано взбрыкнула и отменила выступление, то был бы скандал.
Это в Париже можно послать далеко поклонников и отменить спектакли. А в Америке ведь на театр в суд подадут и выиграют. Раскручивать артистов парой придумали не сегодня. Из последних опытов на ум приходят Аланья и Георгию. Сейчас тот же Аланья на финише своей карьеры пытается раскрутить Куржик. В общем, понятно, что у каждого артиста есть свои цели, которых он добивается приемлемыми способами. Анна Нетребко не раз говорила в интервью, что петь с мужем ей удобно. Ну а почему не создавать себе комфортные условия на сцене? Думаю, что Германа Ивазова обязательно приведет нас к их совместной пиковой, ведь понятно, что этот репертуар на нынешней стадии становится для нее тоже важным. Это, кстати, самая больная тема для меня. Зачем Нетребко решила так резко поменять репертуар и понизить тесситуру, остается только догадываться. Видно, что у нее происходят какие-то настоящие гормональные процессы, заставившие ее во всем слететь с катушек, перестать изображать тонкострадающую питерскую интеллигентку и уже вернуться к внутренне цельному образу лихой кубанской казачки, патриотки, путинистки, которая даже успела сняться с флагом ДНР. При этом гражданки Австрийской республики, где тоже уже как газетный анекдот ходит информация о том, что она так не выучила ни одного немецкого слова за эти годы. Вот так, на коне и с шашкой наголо, она завоевывает мир, который, обалдев от этого напора, сдается поэтапно на милость той, которая явно метит на роль Марии Каллас 21 века. И, конечно, Тоска, Аида – это сильные женщины, они гораздо лучше подходят победительному нашествию новой Галины Ермолаевны. Кто не помнит, так звали героиню Ладыниной в «Кубанских казаках», чем какая-нибудь болезненная или чокнутая Виолетта, Лючия. Концерт в Большом, Верди-Гала. Кроме Читы Нетребко, в нем принимали участие довольно пожилая меццо Долорес Заджик. В 1982 году она заняла 3-е место на конкурсе Чайковского и очень быстро стала звездой оперы. Сегодня ей 66, и она уже не в лучшей форме, хотя та же Амнерис у нее от зубов отскакивает. Еще был на сцене по понятной причине баритон из Большого Ильчин Азизов. В какой-то момент мне показалось, что два эти артиста не зря появились в концерте. На фоне старой Заджик с ее весьма специфической внешностью легко было царить примадонне. Ее мужа с его звонким, как монетка в кружке, голосом, так обычно говорят про певцов, хорошо оттенял человек с глухим голосом и совершенно без харизмы. Скажу сразу, что самым провальным номером было кредо Яга из Отелло, которое спел Азизов. Как мне говорят концертмейстеры в Большом, певец этот слухач, он не знает нот, долго учит партию и долго входит в образ. Поэтому в выученном у него иногда вполне получается. Но в арии из Отелло, дуэте из «Силы судьбы», трио из Трубадура, это было все просто невыносимо. Хотя все, что было в этот вечер, как будто специально было невыносимо. Сцена в узорчиках, вплоть до пола, Дмитрий Дибров, устроивший кафе-шантан из простого конферанса, при этом все изменения в программе даже не зачитывались. Публика недоумевала. Публика тоже была хороша, красиво одета, в вечерних нарядах. Но музыку было скучно слушать им. В соседней ложе девушки несколько раз перекрашивали губы в камеру айфона, а во втором отделении листали фотки, сделанные в антракте, в партере. Невыносим был оркестр Федосеева, которым дирижировал очередной итальянский махало по фамилии Маццо, который все время не ловил певцов, и Ивазов, и Азизов несколько раз не вступали вовремя. Был еще невыносимый хор Свешникова, более заунывного и страшного исполнения хора полоненных евреев из Набука я в своей жизни не слышал. Вообще, это большая глупость брать для такого концерта не оперный оркестр и хор. К счастью, увертюр было всего 2, поскольку нашим героям было за кого спрятаться в концерте. В каждом из отделений они исполнили по одной арии, одному дуэту и одному некрупному ансамблю. Финал второго акта «Аиды» не берут, там все же почти нечего петь. Ну, ок, по 1,5 ансамбля. Первое отделение начали с дуэта из первого акта Отелло. Почему? Нет ответа. Он явно не Отелло, она не Дездемона, как поют в опере. Поет
она все широко и низко. Впрочем, так было и весь концерт до конца. Но потом дошли до знаменитого «Нбачо», поцелуя, который просит Отелло. И тут, вы понимаете, как в индийском кино. Она пела до перерыва еще арию из третьего акта «Аиды», но можно смело сказать, что кричала, ни единого пиано, минимум меццо-форте. Он сразу решил сорвать куш. Вообще у меня было ощущение, что все это затеяно для того, чтобы утвердить Айвазова в России главной тенорозвездой. Итак, Манрико из «Трубадура». Сначала ария «Си бен мио» без легато, слушать тяжко, потом стретто потонула в оркестре, до вытянул и вдруг прорезался сквозь слабенькие такие тути. Но в трио из первого акта «Трубадура» совершенно заглушили его и жена, и первый азербайджанец, принятый в труппу Большого, как объявил Дибров. После перерыва был какой-то нонсенс под названием «Квартет из Риголетто», просто анекдот. Какая из нетребка Джильда? Кстати, она с этой партией много лет назад на заре туманной юности провалилась в Ласкало и больше, кажется, никогда не пела. Потом была комната Амнерис из «Аида», где старушка Заджик своим мастерством просто забила диву. Просто у нее рассчитано все до вдоха. 35 лет поет эту партию. А наша главная певица не особенно и старалась. Было уже так понятно, что залу пофигу, что поют и как. Зато платье было красивое. А значит, можно расслабиться, не кидаться туфлями, не швырять валежник в своего пианиста, просто попеть свое удовольствие. И тогда она попела. Наконец как-то прозвучала ария Леонора из «Силы судьбы». Появилась пиано. Видно было, что артистка сейчас работает над ролью перед дебютом в этой опере в Ковент-Гардене. Правда, финальные 4 маледициони были как будто сваи забивали голосом. Все же хоть одно светлое пятно за концерт должно быть. Муж взялся за Рудольфа из Луизы Миллер. Было ощущение, что ему покоя не дает репертуар Доминго. Но, увы, это не его репертуар. Но, скорее всего, скоро он будет петь что-нибудь из этого вместе со своей женой. Да и вообще, знаете, этот Верди был такой немного горловой. Я бы даже сказал, почти мугамный. Вот и все. Признаюсь, что после такого, с позволения сказать, пения, я на бесы не остался. Наверное, еще было много чего прекрасного, но мне хотелось побыстрее рассказать вам о концерте, на который вы не пошли и правильно сделали. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на нас здесь, в Телеграме, в Фейсбуке. И до новых встреч на канале «Сумерки богов».